Я всегда знала, что я хочу тоже много детей, мальчиков 10 штук. Все, вот там ваша зона, вот ваша территория, вот здесь есть я. И у меня был период, когда мне было очень тяжело с Соней. Сань, сколько тебе годиков? 3. Пару человек там в Инстаграме писали, там, довели ребенка, что же вы наделали. Мы поняли, что мы минимально хотим об этой теме говорить вообще. Какие-то такие моменты, мне кажется, наша вера стала крепче. Мы поняли, что не так много зависит от нас. В процессе воспитания детей ты больше понимаешь, что ты больше себя воспитываешь, чем детей. Привет! Сегодня мы решили снять для вас выпуск о детях. О том, как быть родителем, о наших вызовах, о наших детях. Мы старались сделать его веселым, но было пару грустных моментов, правда. Но мы надеемся, что этот выпуск будет для вас не только интересным, но и полезным, так что не переключайтесь. Я из многодетной семьи, у нас было 3 детей, я старшая сестра. Не было такого, вот я не помню момента, когда я могла пойти сама погулять. Обычно, если ты идешь гулять, возьми кого-то с собой. День рождения мы отмечали вместе с братом, у нас в октябре оба день рождения. Ничего, что у нас 7 лет разницы, он мальчик, как бы, вот, но мы отмечали их вместе. Всегда ходила на родительские собрания. Еще мой средний брат, Ваня, привет, был не подарочек совсем до школы, и он поменял, очень много школ, вот реально. И мне нужно было ходить на эти печальные родительские собрания. И я до сих пор их побаиваюсь, хотя сейчас Полина себя ведет хорошо уже, но как-то осадочек остался. Но, несмотря на это, я всегда знала, что я хочу тоже много детей, мальчиков 10 штук. И Руслан был не против. Когда мы встретились, он говорил, что он тоже хочет 10 детей, и на все согласен. Я был не против, но я поверила. Не то, чтобы прям сильно за. Вообще, мне кажется, что иметь одного ребенка нечестно по отношению к ребенку, без обид. Но мне кажется, что... Может, это выгодно для родителей? Не сильно экономно, все равно. Потому что потом остаются 2 престарелых родителей на одного ребенка. Вся нагрузка на него. Когда их 5, нагрузка разделяется поровну на каждого. Ну, да. И реально это намного проще. А они так, могут... типа, один там пожил, другой там пожил. Те помогли деньгами, те помогли временем. Это прикольно. Поэтому заводите много детей. Мы заводим много детей, чтобы они заводились равномерно. В старости. Да, в принципе, идем по плану хорошо. Я бы сказала, что первую годовщину нашей свадьбы мы уже встречали с Полиной. Поэтому, в принципе, ей почти столько лет, сколько нашей семье, чуть-чуть меньше. И мы все проходим вместе. Мне кажется, секрет того, что у нас много детей, это удачный первый ребенок. Полина идеально легкий ребенок. И первый такой простой опыт придал нам уверенности и решения двигаться дальше. Полине было год и 7 или 8, когда мы узнали, что у нас будет 2 ребенок. Я не помню, чтобы мы как-то говорили, что будет Ляля, но она еще была не в том возрасте, чтобы она ходила на свой животик, тоже показывала Ляля, на мой Ляля, у всех животики по Ляле. Ложила Мишку или котика под себя под футболку. Да, ходила тоже беременная. У нас получилась разница 2,5 года между ними. И вообще для нас это идеальная разница, это очень удобно. Уже достаточно ребенок соображает, чтобы там как-то конкретно навредить, но при этом он еще маленький, и ему интересно вместе. Что, ходи, мама. Класс. Ходи, мама. Соня только родилась, она укрывала ей 2,5 года. Она укрывала ее покрывалком и читала ей книжечку. Она ее называла тети. Да, она плохо говорила, называла ее тетей. И у меня был период, когда мне было очень тяжело с Соней.
не было сложности постоянно заставлять думать, что она младше, что она не может сейчас, что она слабенькая, что она маленькая. Я не знаю почему, и я как-то жестче относился к Соне постоянно. Я постоянно перечитывал книги, постоянно с Машей разговаривал. И сейчас как бы улучшился этот момент. Но вот мне лично было сложно, потому что когда есть старшая сестра, которая уже много чего может и так далее, мне чисто психологически было как-то сложно к ней быть снисходительным. Тем более Соня, у нее другой характер. Да, Полина возьмет и делает то, что ты ей скажешь, обычно без пререкания. Ну, раньше, по крайней мере. А Соня спросит, а зачем? А почему так? А может быть, можно вот так? Но она именно другая. И Руслан такой, в смысле? Я сказала, Полина делает. Ну, потому что они из-за того, что у них небольшая разница, мы их воспитывали как бы наравне более-менее. Полин, покажи Соне, как надо. Ну да, возможно, у Сони чуть раньше проявился момент, что ты понимаешь, что ломать можно ее, но это болезненно для всех. Поэтому лучше найти с ней связь. Вот. И, в принципе, поэтому мне и тяжело было с ней, потому что я привык, что с Полей с ней не надо было каких-то сложных взаимоотношений строить, прям там выслушивать, понимать. Ты ей говоришь, она делает. Соня изначально, как только там ей исполнилось там 1,5 годика, уже было... Мне даже спать ее в коляске в 1,5 годика было сложно ложить. Я уезжал в лес, мы жили на Межевой. Я с коляской мог час ехать, она час рыдает и не может заснуть. С Полиной я ее покачал, 15 минут она уснула. А с ней час вожу и... Соня, пей чай. Соня. Соня, пей чай, мы сейчас уходим. Соня. Все, попила? Одевайся. Бывает такое. А у Маши, наоборот, больше требований к Полине, потому что она старшая сестра, она должна еще больше соответствовать старшей сестре. Вот если... А когда Полина не соответствовала, вот Маше не хватало иногда. Есть книга Лемона «Порядок рождения», и там говорится про то, что типа обычно, если мама старшая сестра и дочка, ее старшая сестра, у них бывают конфликты. И у нас такое действительно бывало, потому что я, бывает, с нее больше требую, чем должна, наверное. Полина, что ты делаешь? Моешь посуду? Да. Не, ну рассказывай, что произошло у вас? Мы покрасились помадой и еще карандашом. Не знаю, но в процессе воспитания детей ты больше понимаешь, что ты больше себя воспитываешь, чем детей. Когда Соне было где-то там тоже год и 10, мы узнали, что ждем ребенка, и пол беременности все было хорошо, по УЗИ, по анализам все было отлично. И вот на 21-й неделе мы пришли на УЗИ, и вот нам так резко сразу, то есть без всяких там вступлений, сказали, что у вашего ребенка нет половины сердца, и он не выживет, вам нужно прям вот сейчас едьте на аборт. Мы решили проверить это у нескольких врачей, потому что знаем, что нельзя доверять одному. Мы ездили во все институты, которые занимаются сердцем, то есть мы были в АМОСово, в Институте сердца, в Ахмадете. Мы узнавали, мы искали информацию о этом заболевании, это гипоплазия левого отдела. Вот, у нас была такая гипоплазия, которая была неоперабельна вообще, в принципе. Вот, но мы решили дать ей шанс, мы решили, что мы как бы хотим пройти этот путь до конца, Бог дал нам этого ребенка, мы не хотим заканчивать его жизнь самостоятельно. Мы хотим пройти столько, сколько нам отведено, как бы. Тяжело было то, что было большое давление со стороны врачей, то есть все смотрели на нас как на каких-то сумасшедших, то есть и меня не хотели ставить на учет, потом меня не хотели брать в роддом, подписывать мне обменную карту, чтобы я там рожала. То есть было очень сложно морально, помимо того, что ты понимаешь, что твой ребенок, скорее всего, не выживет, помимо этого очень тяжело со стороны врачей вот это давление переносить. Пока она была в животе, она абсолютно нормально развивалась, дышала, то есть ей было нормально. После рождения сразу она тоже могла дышать сама, потому что там есть одно отверстие, которое затягивается у ребенка, когда после родов он рождается, и оно со временем затягивается. Вот пока оно не затянулось, то есть она могла дышать, а потом оно затянулось, и она не смогла дышать.
Привет! Кто у нас тут? У нас тут мама и Эмочка. Соня до сих пор сейчас вспоминает про Эмму, иногда молится про нее. Вот, первое время, нескольких лет, она постоянно спрашивала, где Эмма, почему Эммы нету. Стараемся говорить им правду. Ну, не всегда там все они понимают, на их уровне, насколько это возможно. То есть мы говорили, что, что Эммочка болеет, что у нее нет половинки сердечка. Сейчас, давай дубль 2. Когда понимали, что уже близится конец, мы поняли, что мы хотим помочь Эмме прожить эту короткую жизнь максимально классную. То есть пускай у нее жизнь будет короткая, пару мгновений, но мы поможем ей, как родители, прожить классную жизнь. Вот. Мы не будем страдать, мы не будем убиваться, мы не будем кого-то винить. Мама, а когда можно достать? У нас нет обиды на Бога, у нас нет недопонимания, почему так все произошло, почему Он не дал ей жизнь или почему Он не спас. Мы получили свои личные откровения, свои личные мысли. Я считаю, что этот период он стал таким судьбоносным и очень сильно укрепил нашу семью. Эмочку. Когда ты проходишь такую катастрофу вместе, ты понимаешь, что ты можешь пройти все, что угодно с этим человеком. Мы после ее смерти не скорбим, мы не убиваемся, мы не страдаем. Это был сложный период, да, и до сих пор мы вспоминаем об этом с грустью, но мы поняли, что жить дальше и быть счастливее для тех, кто есть, для наших детей, для наших близких, это также важно и также ценно, как мы заботились о ней, когда она была жива. Вообще раньше, когда не было детей, и у меня не было семьи... Ты помнишь это? Когда это было? Когда мы были молоды. Я думал, что дети — это типа часть жизни, часть семьи. Вот типа есть там муж, жена, у них там что-то, есть там типа работа, есть там еще какое-то хобби. А дети — это типа как часть вот чего-то. Вот, но с появлением семьи и детей я понял, что дети — это, я бы сказал, неотъемлемая часть семьи и жизни, и очень сложно их как-то разделить от всего. То есть как-то вот тут дети и все, что с ними связано, все остальное. То есть они, конечно, ты можешь сопротивляться, ты можешь сражаться с детьми, и говорить, вот все, вот там ваша зона, вот ваша территория, вот здесь есть я, здесь есть папа с мамой, и не лезьте. Но ты по-любому проиграешь в этом сражении, потому что они сильнее, и ты проиграешь особенно, если ты не поймешь, что не должно быть этой битвы, и когда дети станут достаточно взрослыми, можно очень много потерять. Мы в самом начале поняли, что мы не должны с детьми воевать, мы должны с ними быть друзьями. Мы стараемся, мы учимся, да. То есть у нас нет такого богатого опыта каких-то позитивных семейных отношений, наверное, в наших семьях, потому что у меня была неполная семья, то есть мне не видела модель, когда папа и мама вместе воспитывают детей. У Руслана там свои вызовы были. Вот, и мы учимся этому, мы учимся с нуля, можно сказать. То есть мы читаем, мы ищем, спрашиваем, ошибаемся. Плюс по поводу воспитания детей я очень много книг лично пересчитал Сурковой, такой психолог российский. У нее есть как раз книги по возрастам. Для каждого возраста отдельная книга. И я пересчитывал книги эти по возрастам 3 раза. Вот, типа... 3 детей. Да, потому что с каждым возрастом, плюс ты забываешь в процессе какие-то моменты. Вот, допустим, Соня, у меня были много сложных моментов, которые лично мне в характере нужно было поменять. И я несколько раз пересчитывал книгу, чтобы исправить свое отношение к Соне. И... плюс дети все разные. Нужно освежить или обновить какой-то опыт. Мне сложнее немного с Полиной. Руслану сложнее с Соней. С Улей проблем пока нет. Еще нет. Мы переехали жить в Одессу. И буквально только мы переехали, и мы понимаем, что мы беременны. Так, ну что, девочки, вы готовы узнать, кто у нас
Родится скоро мальчик или девочка? Так что Ульяна у нас одесский ребенок, одесситка. Это было прикольно. Она и родилась в Одессе тоже. Буквально месяц после родов было все более-менее нормально. У нее были небольшие высыпания, но там такого ничего критичного. Нам сказали, что такое бывает, у детей все пройдет. Но оно постепенно ухудшалось. Дошло до того, что она была вся в ранах, в язвах, с них сочилась жидкость. Оно на утро все высыхало, она кричала. Но это было ужасное время. И была такая ситуация, что все, что мы не делаем, ничего не помогает. То есть ей колят гормоны, кожа очищается. Гормоны прекращают, все возвращается. Собирали консилиумы врачей, приводили студентов, показывали, какой запущенный ребенок. Но чем дальше, чем больше мы были в больнице, чем больше мы лечились, тем больше все ухудшалось, и какой-то этот ком нарастал. Какая-то большая проблема в организме, и мы не знаем, какая. Мы начинаем ходить по всем врачам. Мы были у онколога, мы были у гематолога. Я очень много читала, искала, звонила всем, кому могла, в Россию, за границу. Просто пытались найти какие-то пути, потому что мы видели, что ей не становится лучше от этого лечения. Но это длилось около года. Во-первых, Маше было очень тяжело морально. И мы, конечно же, доверяли врачам, и на них была ответственность. Но в какой-то момент мы поняли, что перед нами дилемма. Либо мы доверяем дальше врачам и продолжаем скатываться в непонятную ситуацию, либо мы берем на себя ответственность за все, что пойдет дальше, и продолжаем ее лечить сами или каким-то образом решать эту проблему. Просто чудом, каким-то чудом, не знаю, верой. Мы верим, что это просто какая-то божье чудо для нас, да, то есть у нее почти все прошло. Сейчас у нее незначительные есть высыпания. Уля, что ты делаешь? Делаешь печеньку? Где кушаешь печеньку? Ой-ой. Мы изначально думали, мы сейчас разберемся в этой проблеме медицинской, найдем ответ, вылечим нашего ребенка и потом поможем тем, которые находятся в подобных ситуациях. Но чем больше мы изучали, тем больше мы понимали, что мы ничего не понимаем. И настолько все сложно, настолько все запутано. И куча медицин, таких огромных направлений в медицине, которые спорят друг с другом. И у нас даже спрашивали люди с какими-то подобными ситуациями. Поняли, что мы не можем советовать, потому что очень большая ответственность, это риск. Советовать что-то в таких сложных ситуациях. Кто-то незнакомый нам писал просто в Инстаграме, попробуйте это, а намажьте этим. Не, они по-доброму. Да, по-доброму, но это не тот случай, когда люди, конечно, думают, сейчас я посоветую что-то, и это им поможет. Но он не понимает, а если не поможет, как он навредит. Было пару человек в Инстаграме писали, довели ребенка, что же вы наделали. Второе, это нельзя дистанцироваться. Какая-то минимальная поддержка, минимальное сопровождение рядом, какие-то смс, какая-то поддержка, какие-то подарочки, цветочки небольшие. Да, хоть, да, хоть как-то минимальное, это важно. Поэтому такие моменты сложно советовать. И мы поняли, что мы минимально хотим об этой теме говорить вообще. По поводу, какой мы опыт получили, чем лечить, чем мазать. Вообще просто. Просто этих ответов у нас нет. Какие-то такие моменты, мне кажется, наша вера стала крепче. Мы поняли, что не так много зависит от нас. Но, с другой стороны, мы твердо знаем, что все эти ситуации, которые мы проходим, мы точно их пройдем, и мы точно устоим, потому что мы проходим их не сами. Как-то если Бог нам послал эти ситуации, значит, Он поможет нам выйти из этих ситуаций. Надо водички попить. Сейчас Ульяне почти 2,5. С характером у нас, слава богу, проблем пока нет. Она очень любит купаться и спать в обнимку. Слушает Соню и считает ее абсолютным авторитетом. С Полиной они тоже дружат, но почему-то Соню она считает самой главной. Уля, это кто? Да. Любимая еда – это бананы и авокадо. Еще она очень любит свою няню Катю и песню «Бэби Шарк». Сейчас будем рассказывать вам сюрприз. Какой? Большой и классный. Это новость на этой фотографии. У нас
Скажи, Соня, она тебя не понимает. Соня, у нас родится кто? Ну, ребенок, или братик, или сестричка, пока непонятно кто. У нас будет братик или сестричка? Ручку видно. Яя. Ляля, ты видишь Лялю? Поль, готова быть старшей сестрой троих? Не. Кто это, Пуля? Покажи. Кто это? Да, после того, как у нас родились дети, я поняла, что я погорячилась, что я хочу 10 детей, и я уже... 5 хотя бы. Я вроде уже как бы послала запрос, что я уже передумала, но, наверное, где-то там это еще осталось. Там просто задержка в несколько детей. Соня недавно ходила и говорила, что она очень хочет 2 братиков. Ну, как минимум 1 должен быть. Но Соня настойчиво как бы уверяла, что 2 братика нужны. И вот мы узнали, что мы беременны. Мы еще не знаем. Мы не знаем еще братики. Мы еще не знаем, братик ли это, но возможно... Я надеюсь, что братик, потому что после этого не хочется еще 2 братиков. Слишком много. Но зная настойчивость Сони, наверное, это братик. Ну, мне так кажется. Близится наша 10-я годовщина, и мы можем сказать откровенно и честно, что мы счастливая семья, мы очень рады. Мы проходим вызовы, мы не идеальные, вот. Но мы рады за все, что у нас происходило, и верим, что следующих 10 лет будет мега супер-пупер классных. Не знаю, сколько будет еще детей в этих 10 лет, но думаю, что нам их будет хватать. Да. Спасибо, что вы с нами. Смотрите наш канал, подписывайтесь, пожалуйста, и ставьте лайки. Лайки. Однажды утром, листая ленту Инстаграма, я увидела рекламу идеальных барнхаусов в Карпатах. Мы только переболели ковидом, и душа жаждала приключений и отдыха. Не теряя времени, мы забронировали дом, добавили несколько городов в наш маршрут и провели почти неделю, колеся по Западной Украине. И поверьте, нам есть что вам рассказать. Вот как надо долги отдавать. Борговая яма. Тараканы тихие. Папа кто? Лошадь. Круто. Так, ну что, мы сейчас узнаем? Соня, ты готова узнать? Да. Как думаешь, мальчик или девочка? Мальчик.